Друзья, вот такой вот Vontar X4 ATV на Android TV. Они сделали TV-бокс на базе Vontar X4 простого, на него запилили Android TV прошивку на базе Android 11, а вот что у них вышло и почему я так сильно возмущен, у меня прям настроения нет, серьезно вам говорю. Давайте разбираться в этом обзоре на канале Технозон, поехали. В общем, я его откладываю, распаковки не буду, сразу говорю, от X4 он ничем не отличается, но зато есть у нас один момент. Во-первых, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ссылки на этот TV-бокс и на те TV-боксы, которые я советую, лежат в описании под видео. Давайте посмотрим теперь на Алиэкспрессе. Он стоит $40.46. Я думал, ну по логике. Раньше люди покупали X4, который стоит $40.62 за 4 на 32 версию, здесь тоже 4 на 32 примерно одинаково. То есть я как бы когда-то советовал брать, прошивать на Slimbox. Чего сделали Vontar? Они взяли и начали прошивать на Slimbox, но взяли этот Slimbox и начали чистить, чтобы там не было упоминания Slimbox. И почикали прошивку настолько, что по какой-то счастливой случайности они нафиг удалили аппаратные кодеки H265, H264, AV1 и VP9. Я вам это покажу, у меня доказательная база вся есть. Мы начнем, я сначала даже там какие-то тесты ставлю, все там смотрю, ну не тесты, а стриминговый сервис, смотрю, вроде работает, а потом опа, все во фрезы и все. Короче, прошивка уматовая, просто уматовая, греется, ну, в принципе, и оригинальный Vontar X4 грелся, но можно было, его дорабатывали, вскрываешь верхнюю крышку, ляпаешь на него какой-то радиатор, либо в этот радиатор там 4 там каких-то алюминиевых провода толстых, просто кусками нарезали, повставляли, термоклеем заклеили, все, у вас там будет он работать, там 45-55 градусов, вообще отлично, ну, не столь суть важно. Но получился какой-то факап с вот этим вот пультом, который у нас на донгле, понимаете, я вот просто возмущен. Если вы меня спросите, что купить взамен, да купите TOX 3. Я вам серьезно говорю, смотрите, давайте пойдем посмотрим, что у нас в этом есть деле. Так, TOX 3 стоит дороже, но, слушайте, TOX 3 за $40 сейчас. Да ладно. Да ладно, на 905X4, это TOX 4, от хитрецы, блин. Выглядит так же, они прям ставят его первым этим, нет, он стоит чуть дороже, ну давайте, какой здесь они влепили, тоже TOX 3, TOX 3 4869, 4 на 32, блин, 4869, 4 на 32 TOX 3. Давайте я вам закину в описание под видео ссылку. А вообще, если вы, допустим, живете в Украине, то TOX 3 можно купить в Украине с официальной гарантией от бренда Nexon, который официально их продает в Украине. Купили себе еще и с месяцем подписки бесплатной этой Nexon TV, потом захотели, продлили, не захотели, месяц посмотрели, успокоились. Но уже никуда не бегаете, ничего не ищете. TOX 3, Yogos ассоциированная прошивка, автофреймрейт работает отлично, 1000 мегабитный LAN, пожалуйста. Это если хотите вот такую фигню. Если хотите конкретно Android TV, потому что Android TV там не Android TV, нет там никакой сертификации, потому что некоторые видят, вот Android TV, значит там чего-то там есть Netflix. И действительно, его когда включаешь вот этот вот Vontar X4, там действительно там прям Netflix нарисован. Какой 8К, он, 4К не может, он 2К не может выводить, елки-палки, в таком варианте исполнения, как его сделали. Получается, что мы эту фигню купили. Ее надо раскрыть, доработать, ее надо перепрошить на нормальный уровень какой-то. Ну нет, какой AV1, нафиг вы пишете этот VP9, если он не работает. Это ж я не придумал, я его перезагружал, все, что хотите делать. Он не работает, ему надо менять прошивку. Но я не буду этим заниматься, я купил его не для того, чтобы менять прошивку. Зачем мне нафиг нужен этот ATV-версия, если его все равно нужно шить? Я, допустим, в Украине за те же самые деньги куплю себе Google TV, включу и буду Netflix смотреть. Куплю где-нибудь на 5 человек, там многие что Netflix дорого, да разделите на 5 человек. Разделите на 5 человек. Или как с YouTube премиумом. YouTube премиум дорого. 149 гривен на 5 аккаунтов, на 100 устройств на каждом аккаунте. Посчитайте. Меньше, гривны одной получается. Вы шутите? Ну, короче, ребят. В общем-то, или, допустим, в Украине можно купить Tanix X4 тоже с гарантией. Ёлки-палки. В общем, я его изначально не рекомендую, но доказательную базу, я же думаю, вы захотите посмотреть. Поэтому переходим, смотрим и делаем выводы. Короче, ребят, смотрите. Традиционный Android TV интерфейс.
Вот сделали прошивку, ну не они сделали. Давайте будем смотреть правде в глаза. Это либо тот же самый Slimbox, либо Sandman. Неважно, в принципе, в данном случае. Они максимально ее зачищали. Вы видите здесь вот температура у нас, информационное окошко. И будем следить за температурой весь обзор. Объясню. Мне вот эти вот синтетические тесты задолбали. Меня интересует температура в реальных режимах использования. То есть он лежит рядышком со мной. Я его мониторю. Теперь поехали. Состояние простое 64-65 градусов. Вы ее сейчас видите в том виде, в котором я ее получил. И здесь установлены какие-то наборы приложений. Я не буду их называть. YouTube беснуется, YouTube за это сильно банит. Поэтому вот я показываю как есть. То, что я установил дополнительно, это стриминговые сервисы по типу Megogo, по типу там того же самого Nexon, который я использую. То, что здесь стоят там Disney, какие-то Netflix, Prime и все остальное, это все пиратские версии, которые показывают в очень сильно низком разрешении, потому что у нас DRM-инфо мы загружаем и видим, что у нас DRM L3. А это значит, никакой сертификации, никакой защиты нет. И стриминговые сервисы, которые есть, вот, допустим, украинские, они будут работать. Это вот я имею в виду, там, допустим, тот же самый Nexon. Если мы уже так сразу запустили, давайте смотреть Nexon, который я, в принципе, уже обозревал. Мы смотрели на него, и вообще ссылка в описании под видео, только я там обозревал на украинском языке. Давайте зайдем. И сразу же проверим, как работают OTT-сервисы, имеется в виду какое-то высокобитрейтное IPTV, потому что здесь 1080p потоки и достаточно с высоким битрейтом. То есть у нас Nexon будет здесь работать, давайте еще в Megogo зайдем. Вообще можете в описании под видео, если вы там, допустим, живете в Украине или в Германии, вы можете покупать эти сервисы, пожалуйста, пользоваться. Давайте попробуем тот же самый Megogo. Вот мне интересно здесь телеканалы. Это Full HD потоки. И очень интересно, как они работают. Так, смотрим. Да не, ну здесь как бы вопросов нет. Все переключается, все отлично. Ну давайте. Тяжелые каналы, достаточно тяжелые потоки. Тут как бы вопросов нет. Но температура при этом достигает, допустим, 71-75 градусов. При проигрывании... вот видите, и Megogo завис, короче. 68 градусов. Просто не за этот. Вообще прошивка очень сырая. Я вам сразу говорю, прошивка очень сырая, надо выходить, постоянно какие-то отвалы, постоянно какие-то падения. Я вообще, ну вот знаете, взять Vontar X4, испоганить его какой-то версией прошивки, попытаться ее зачистить от слема, да, там, чтобы никто не понимал, что там установлено, и потом пытаться получить какую-то работу, ну давайте сейчас стабильную работу, давайте сейчас попробуем какой-то фильм, давайте смотреть. Ну, пойдет. Да не, ну тут работает. Стриминг украинский, по крайней мере, работает. Netflix здесь в качестве не будет, я вам сразу говорю. То есть, чтобы не было там... А мы там видели Netflix. Давайте перемотаем куда-нибудь, чтобы посмотреть, как это. Буферит, сеть просаживается, выключилась. Так же, как и Nexon. Блин, работает, но через раз. Вот мне не нравится, мне уже не нравится. То есть я вам должен говорить правду, я не могу это скрывать. Если какие-то проблемы есть, то они есть. А ну давайте в Nexon зайдем. Нифига выкидывает. Из Megogo выкидывает, и каналы чего-то там начали буферить. То есть когда начались тесты, нормально было, а потом что-то пошло не так. А ну давайте телевидение онлайн. Давайте в Nexon попробуем. Блин, буфер. А чего буфер? Температуры нет, память загружена на 2 гига, NetSpeed слабый. А чего NetSpeed слабый? Я сейчас должен попробовать NetSpeed. Он подключен к какому вообще диапазону? Сейчас будем, значит, NetSpeed сразу тестировать. Очень интересно. Вот смотрите, мы сейчас с вами будем идти... А нафига я буст нажал? Нафига этот буст вообще нужен? К 5 гигагерцовой сети. У Таникса не было проблем с 5 гигагерцовой сетью. Либо есть проблемы на провайдере. Сейчас провайдера тестирую, заодно посмотреть. Да нет, с провайдером все отлично. Слушайте, на текущий момент там стабильно, ну, грубо говоря, больше 100 мегабит так уж точно. И это в стабильности. На 2.4, кстати. Да, на 2.4. А ну, сейчас перейдем на 5 ГГц. Сейчас, это было на 2.4, прошу прощения. И то было стабильно, больше 100 мегабит. А ну, давайте стартанем на 5 ГГц.
Да ну не, ну здесь вот сейчас 300-400. А давайте тогда искать проблему в модуле. Потому что на последнее время люди мне жаловались на Slimbox прошивках, были какие-то моменты с интернетом. Давайте я сейчас стартанул свой сервер тестовый. Очень как-то мне не нравится. Ну, в браузер захожу, браузер выбрасывает. А ну, сейчас попробуем ввести. Смотрите, ну, то есть как это? То есть TV-бокс настроенный, прошивка. То есть прошивка сырая. В край сырая. Блин, да что это такое? Прошивка в край сырая. Мне не нравится уже. Альфа БК Про. Зачем мне Альфа БК Про? Давайте браузер какой-то найдем. Мне надо протестировать скорость сети. Ну, давайте браузер попробуем. Очень-очень-очень сыро. Прям вот... Температура уже 71 в простое. То есть, если вы планируете купить такой ТВ-бокс, то нет, пока нет. А ну давайте веб-браузер вот такой вот установим. Я хочу понимать, Zeus TV-браузер, что-то новенькое. Слабо интерфейс притормаживает. Смотрите, 72-73 градуса. Пошел нагрев. 74 градуса. Смотрите. Все. Во фриз ушел. Вот я сейчас клацаю. Вот вы видите это в режиме реального времени. Прошивка. Они сделали ошибку, и мне нужно было зачищать прошивку. Они не захотели, допустим, кому-то из тех, кто прошивки эти пилит, платить. Слушайте, вообще висит. Смотрите. Смотрите, какое слайд-шоу. Вау. Не работает. Ну, вообще слабый. Ну, понимаешь, в чем вопрос? TV-бокс хороший. Они зачем-то зачистили прошивку, которую установили. Но продавали бы уже как Slimbox TV, блин. Не знаю, договоритесь с тем же самым Slimом. Zeus TV браузер не запускается. Итак, что мы имеем на текущий момент? Стриминговые сервисы фризят. Давайте попробуем в YouTube увидеть скорость коннекта. Не знаю, как нам сейчас проверять, если мы имеем... кстати, мой обзорчик на Ford. Давайте пойдем посмотрим. Так, 4K GeoPlaces. Хорошо, запускаем Дикую реку. Что вообще фриз. Сплошной фриз. При том, что у нас идет сейчас качество 720p. А почему он в AVC1? А где VP9? Где AV01? Connect 85 мегабит. Ребят, тут вопрос не с YouTube. Не с интернетом. Смотрите, 90 мегабит Connect. Тут сам по себе TV-бокс еженулся. Да ну ты шо? Ну что это за фигня? Давайте в SmartTube попробуем. Ребят, они запороли. Я думаю, что такой TV-бокс можно купить, просто-напросто накатить на него прошивку другую. Потому что это тот же самый Vontar X4. Дорабатывать я его лично не буду, я вам серьезно говорю. Это вот покупать, тогда купите дешевле, допустим, тот же самый Vontar X4 дешевле, и уже на нем что-то можно делать. Давайте попробуем. Давайте стартуем ту же самую Дикую реку здесь. Посмотрим, как он вывезет. Неизвестная ошибка. Да ну елки-палки, а. И тоже AVC только показывает. У бокса, давайте его перезагрузим, хорошо. Вот давайте, так вот, чтобы не было инсинуации, мы сейчас перезагрузим, попробуем еще раз. Сейчас ждем. Смотрите, как красиво. X4 ATV Entry to Smart Life и планетку. Главное, китайцы любят тут планетку нарисовать. Вот это немаловажный аспект, да? Большая, маленькая красивая планетка. Маленькая красивая планетка. Я начинаю с того, что TV-бокс не работает. Не работает? TV-бокс нормально не работает. То есть, если брать нормальный TV-бокс, да возьмите Tox 3. Tox 3, твою мать. Бокс идеальный в этом отношении. С Йогус ассоциированной прошивкой. Поставили ATV-модуль, он будет 100 раз лучше работать. Да, дороже. Переплатили чуть. Ну, как можно было? Нормальный TV-бокс, Vontar X4. Во-первых, нужно однозначно работать с температурой. Однозначно, потому что температура высоковата. Вот мы видим вверху 74,5. Ну, ViperFX это слимовая прошивка. Смотрите, какой фриз. Смотрите, что за фриз. То есть это что, работает? 76 градусов после перезагрузки. Так, пробуем еще раз. С 4К GeoPlaces
Ух ты. И опять оно в АВЦ сбрасывает. Ребят, ну это даже не смешно. Это даже не смешно. Возможно, какие-то другие партии будут с другой какой-то прошивкой. Но вот это вот не смешно. Давайте пойдем в AIDA 64. Он весь фрезит. Он весь фрезит. Хорошо, это X4 ATV 4х32. Смотрите, Cortex A55. Это полноценный AMLogic S905X4. Полноценный. Дисплей Full HD. Ну, Full HD это размер интерфейса, а не самого вывода экрана. Сеть у нас с коннектом 433 мегабита в секунду, ну это будет там 200 плюс, хорошо. Дальше 11 Android, температура, конечно, память еще больше греется, чем процессор. Я думаю, что здесь все дело в перегреве. А есть у нас какой-то вентилятор? Найди, пожалуйста, нам нужно попробовать его охладить, возможно, что-то. А вот с кодеками мне непонятно. С кодеками непонятно, что не так пошло. Не-не-не, это не то. Подожди, а где АВС-1, АВС-2, ВП-8? Есть ВП-9. Подождите. Здесь нет аппаратных ВП-9. Ошибка в прошивке. Сразу же? Здесь нет аппаратных кодеков ВП-9. Прошивка недопилена. Вот этот вот VP9 это OMX Android, OMX Google, это не аппаратные, это программные кодеки. Аппаратные кодеки выглядят как AMLogic. AMLogic здесь есть только VP8. Прошивка с ошибкой. Этот TV-бокс нужно перепрошивать на нормальную прошивку. Здесь удалены кодеки. Я не знаю, насколько дальше следует его тестировать. Давайте я попробую, допустим, с внешнего диска что-то проиграть на 4. Ну, там есть HEV, в принципе, попробуем 265 кодек. Но для меня это уже вопрос большой. То есть взяли... Я не вижу смысла не проверять скорость интернета, потому что, ну, он нормальный, там коннект я видел как минимум 433, 50% от коннекта составляет, ну, канальная скорость 433, 50%, 50-60 в среднем составляет фактическая. Connect в YouTube подтверждает, что он до 100 мегабита, но на Connect брало для проигрывания ролика. Но сброс в АВЦ, извините меня. Так, я хочу попробовать проигрывание каких-то файлов тяжелых, но я уже, ну, это уже нету смысла. Ну, давайте пробуем. Воу, слушайте, где аппаратные кодеки? А где аппаратные кодеки? И здесь проблема, это с внешнего жесткого диска. Давайте пойдем еще раз в AIDA 64. Он тормозит невероятно, 77 градусов. Нет, слишком много нужно дорабатывать. Я не вижу смысла. Подожди. OMX Android. А где именно AMLogic кодеки? AMLogic декодер. DTS HD зато есть. Ничего себе. VP6, AVS. RAM, VC, VP8. А где HEV? А 265 кодек тоже они потеряли. 264 здесь программный, 263 программный, 265 программный. Короче, ошибка в прошивке. Прошивку надо менять, но я не вижу смысла этого делать при текущем, скажем так, моменте стоимости этого бокса. Легче купить ТВ-бокс подобный, дешевле, прошить на нормальную прошивку, не морочить себе голову. Вот что происходит, когда начинают там натягивать сову на глобус. Но, в принципе, имеем, что имеем. Переходим, делаем выводы. Скажем так, в одно причинное место вот этот вот ТВ-бокс. Не рекомендую. Из топов мы вообще уже в Вонтере вывели. Кстати, новый топ скоро. До $50. Поэтому, ну нет, хороший ТВ-бокс, и есть хороший ТВ-бокс. В описании под видео идем, смотрим. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.